У нас в стране на каждой илье 100 шпионов Ришелье. 25 декабря 1979 года состоялась премьера «Д'Артаньяна и трех мушкетеров». Как же сложились судьбы актеров и кого из них уже нет в живых? А что будет мне порукой, если вам доверю эту тайну? Моя любовь к вам! Боже мой. Евгений Дончевский. Не знаю, преступница вы или мученица, но в том и другом случае вам надлежит молиться. Боже, прости этому человеку. Женат с 1973 года. Супруга – филолог, преподаватель русского языка для иностранцев. В браке родилась дочь, которая пошла по стопам матери. Есть внучка Дарья, сейчас актеру 75 лет. Ирина Алферова. Хороша. Моя жена Констанция. Между прочим, она служит у самой королевы. На момент съемок в фильме ей всего 27 лет. Правда, в фильме Ирина Алферова говорит голосом Анастасии Вертинской. На вечере национальной культуры в болгарском посольстве Алферова познакомилась с сыном посла Бойко Гюровым. Молодой человек учился в МГИМО и участвовал в автогонках. Бойко влюбился в Ирину с первого взгляда. Как-то вернувшись со съемок, в хождении по мукам, она нашла у себя в комнате записку: «Позвони мне, пожалуйста, Бойко». Их отношения развивались стремительно и закончились свадьбой, на которой гулял весь курс ГИТИСа. На следующий день актриса уже уехала на очередные съемки. Дочь Ксения родилась уже в Болгарии. На новом месте в распоряжении Ирины оказалась огромная квартира в 350 квадратных метров. Ее окружало полное благополучие. Муж считал, что отныне заботы молодой женщины, ведение дома и воспитание ребенка. А вот о карьере артистки следует навсегда забыть. В отношения молодых нередко вмешивалась свекровь. Говорили, что в очередном конфликте Бойко занял сторону матери и дал пощечину Ирине. Это стало последней каплей. Долго не раздумывая, актриса собрала вещи, взяла ребенка и уехала обратно в Россию. В Москве у нее не было ни жилья, ни работы. Режиссер Марк Захаров пригласил Алферову играть в Ленком. Спеша на сбор труппы, актриса столкнулась с Александром Абдуловым, своим будущим супругом. Во время гастролей Ленкома в Ереване Александр решился спросить Ирину, готова ли она выйти за него замуж. «Пронесешь меня через весь парк на руках? Отвечу», – произнесла актриса. Мужчина желание исполнил, а в ответ получил заветное «да». Возвратившись в Москву, влюбленные отправились в ЗАГС. Вскоре Александр Абдулов удочерил дочку любимой, и Ксюша сразу стала называть его папой. Когда через 17 лет совместной жизни пара объявила о расставании, у всех был шок. Актриса нашла настоящее женское счастье, только выйдя замуж третий раз. С коллегой по съемочной площадке Сергеем Мартыновым они живут вместе уже 35 лет. Пара вырастила 4 детей. Дочь Ксению от первого брака Алферовой, племянника актрисы Александра, а также 2 наследников от предыдущих отношений Сергея. Сейчас актрисе 75 лет. К слову, маме Ирины Алферовой исполнилось недавно 104 года. Она ведет активный образ жизни. Ксения Архиповна часто гуляет, устраивает семейные праздники и следит за собой. Елена Цыплакова. Выйди вон. Лена, как и многие другие приезжие студентки, жила в Москве на съемной квартире. Когда ей предложили роль в фильме «Школьный вальс», Лена оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, строгий запрет ГИТИСа на съемки во время учебы. С другой – возможность впервые по-настоящему заработать своими силами. Она выбрала съемки. Фильм стал популярным, но за нарушение правил Цыплакову отчислили. Лена не растерялась, она тут же подала документы в ВГИК. Благодаря уже имеющемуся актерскому опыту ее приняли сразу на 3-й курс, хотя пришлось в ускоренном режиме сдать 15 экзаменов. Благодаря Наталье Вилькиной и Юрия Соломина, которые сыграли ее родителей в «Школьном вальсе», Елену Цыплакову пригласили в Малый театр.
Она быстро влилась в труппу и начала играть в репертуарных постановках. Но в 1985 году все изменилось. Во время съемок в Африке Лена тяжело заболела малярией. Долгое лечение привело к тому, что она сильно поправилась. Когда зрители увидели ее уже полненькой, в гардемаринах вперед, это стало для многих неожиданностью. После болезни и изменений во внешности Лене стали реже предлагать интересные роли. Тогда она решила попробовать себя в режиссуре. «Гражданин убегающий», «Камышовый рай», «На тебя уповаю», сериал «Семейные тайны» – это лишь малый список ее работ. Еще в молодости ее сердце завоевал Виталий Соломин, тот самый обаятельный доктор Ватсон, любимец всей страны. Узнав, что его законная жена ждет ребенка, Виталий сделал выбор в пользу семьи. Для Цыплаковой эта новость стала громом среди ясного неба. Она оказалась последней, кому сообщили. Их расставание было тяжелым. Счастье в браке она обрела после 40 лет. Их знакомство произошло будто в кино. У актрисы сломалась машина, а проезжающий мимо Павел Щербаков остановился помочь. В 2005 году они поженились, а через 3 года обвенчались в московском храме Петра и Павла. У Павла есть дочь Юля предыдущих отношений, и Елена приняла ее как родную. В 67 лет Цыплакова продолжает активно работать. Кредо Елены Цыплаковой – никогда не предаваться унынию, радоваться жизни всегда, в любой ситуации можно найти позитив. Леонид Каневский. Ах, не могу устоять перед настоящим благородством. В начале 70-х актер познакомился с будущей женой. Избранницей оказалась очаровательная девушка Анна Березина, переводчица, дочь знаменитого комика Ефима Березина, которого зрители знали как Штепселя из популярного советского юмористического дуэта «Штепселя и Тарапуньки». Старший брат Леонида Каневского писал миниатюры для знаменитого дуэта «Штепселя и Тарапуньки». Именно благодаря Александру Каневскому и познакомился Леонид со своей Анной. Каневскому на тот момент было 28, а Анне Березиной 18. После свадьбы молодые поселились в кооперативе под названием «Молодежь театров». В 1977 году у пары появилась дочь Наташа, и жена Каневского посвятила себя ребенку. В сложные 90-е годы, когда работы в Москве почти не было, актеру предложили создать театр Гешер в Тель-Авиве. Вся семья в 1991 году перебралась в Израиль. Но Леонид Каневский всегда подчеркивал, что они не эмигрировали, а отправились работать. Ему часто задают вопрос о том, где же находится теперь его дом – в Тель-Авиве или в Москве. Леонид Семенович уверенно отвечает: «Дом там, где семья». Леонид Семенович и Анна Ефимовна до сих пор сохранили ту теплоту во взаимоотношениях, с которой начинали свою семейную жизнь. Актер всегда говорит о том, что для него просто не существует другие женщины, кроме его жены. Дочь актера окончила театральный вуз в Тель-Авиве и стала художником по костюмам. Наталья Каневская замужем за преподавателем иврита и искусствоведом Ида Нативом. В 2012 году она стала мамой, у актера появилась внучка Амалия, а в 2015 году внук Микаэль. Сейчас актеру 86 лет. Вениамин Смехов. Мне не хотелось, чтобы вы пили без меня. Это было бы не по-товарищески. На момент съемок Смехову было 38 лет. Они встретились в подмосковном доме отдыха. Студент Щукинского училища Вениамин Смехов и третья курсница технологического института пищевой промышленности Алла. Девушка была чудо как хороша собой и пользовалась огромным успехом у представителей противоположного пола. Предложение руки и сердца Смехов сделал на второй день их знакомства. После молодожены уехали в свадебное путешествие в Осетию. В
1963 году родилась Елена, старшая дочь Вениамина и Аллы Смеховых. Через 5 лет появилась на свет Алика. Леонид – сын Елены и старший внук, кандидат филологических наук. Преподает в Государственном гуманитарном университете. Сыновья Алики Смеховой, Артем и Макар, носят фамилию деда. Личная жизнь актера изменилась в 1980 году, когда в театр на Таганке на стажировку пришла студентка, будущий кандидат искусствоведения и доцент школы-студии МХАТа Галина Аксенова. Молодая красавица, как и актер, была не свободна, еще в 17 лет выйдя замуж за влиятельного чиновника. Начавшийся роман был сложным для обоих. Чтобы быть вместе, требовалось разрушить 2 семьи. Галина, которую Смехов с любовью называет Глашей, разводилась с супругом через суд, хотя детей и имущество им делить было не нужно. Смехов хотел быть счастливым, но не мог оставить дочерей. Он долгое время колебался и даже хотел бросить любовницу, но все же ушел из семьи. В новом браке детей не случилось, но союз оказался удачным. Пара отметила 45 лет совместной жизни, а актер в интервью и сейчас говорит о любви к жене. Сейчас актеру 85 лет. Валентин Смирницкий. Они напали на нас внезапно из-за угла. В студенческие годы у него разгорелся роман с Людмилой Пашковой, дочерью Анатолия Колеватова, директора Ленкома. Брак с Людмилой казался хорошим шансом начать самостоятельную жизнь. В 1973 году Валентин Смирницкий женился, родители невесты помогли молодоженам с квартирой, но брак это не спасло. Спустя всего 2 года семья распалась. Как признается актер, только по его вине. Слишком захлестнула его богемная жизнь. После развода Валентин Смирницкий перебрался в театральное общежитие. Во 2-й раз актер женился довольно быстро, тем более, что отношения с переводчицей Ириной Коваленко у него завязались еще во время 1-го брака. Актер подружился с дочерью жены от 1-го брака, а после появления на свет сына Ивана ему казалось, что жизнь наконец наладилась. Но Ирина Коваленко не смогла справиться с обрушившейся на мужа славой. После выхода на экраны фильма «Д'Артаньян и 3 мушкетера» поклонницы не давали актеру прохода, да и он сам не отказывал себе в удовольствии. Внимание представительниц прекрасного пола ему льстило, но жена вовсе не была готова к тому, что ей придется делить супруга с тысячами поклонниц. В результате семья распалась, когда сыну Ивану было 6 лет. Его воспитанием по большей части занимались бабушки, а отец из-за постоянной занятости в театре, кино общался с наследником крайне мало. Бывшая жена всячески ограждала Ивана от встреч с отцом. Да и сам Валентин Смирницкий довольствовался эпизодическими встречами с ним и редкими телефонными звонками. О том, что сын употребляет запрещенные вещества, актер узнал слишком поздно, когда Иван впервые попал в реанимацию с передозировкой. Ирина Коваленко знала о проблеме, но скрывала ее от бывшего мужа. Валентин Смирницкий бросился спасать сына, отдавая все свои заработки на его лечение. Он смог устроить Ивана в молодежный лагерь для реабилитации во Франции, откуда юноша вернулся спустя полгода обновленным. Потом он поступил в Тимирязевскую академию, в которой, правда, так и не доучился. Он женился и, казалось, смог избавиться от пагубного пристрастия, но спустя 3 года после смерти матери, умершей от сердечного приступа, он сорвался. Валентин Смирницкий узнал о смерти сына от передозировки, когда находился на гастролях в Америке. На похороны он не успел. Ивану Смирницкому было всего 26 лет, и актер до сих пор не может говорить о нем спокойно. В 3-м браке с искусствоведом Еленой Шпориной у Валентина Смирницкого появилась дочь.
У Елены была уже взрослая дочь, и когда последняя родила малышку Марфу, отец новорожденной уже исчез в неизвестном направлении. Валентин Смирницкий помогал воспитывать Марфу. И девочка, заговорив, вдруг стала называть актера папой. И даже когда подросла и поняла все сложности семейных связей, все равно попросила у Виктора Смирницкого разрешения продолжать общаться к нему как к отцу. С Еленой Шпориной отношения разладились в то время, как Валентин Смирницкий занимался спасением сына, а вот с Марфой он продолжает общаться до сих пор. После развода актер никак не мог прийти в себя. Смерть сына, развод, жизнь в общежитии совершенно выбили его из колеи. На дворе стояли сложные 90-е, ему было уже больше 50, а впереди маячили весьма туманные перспективы. Лидия Рябцева тогда работала заместителем директора театра «Луны», куда пришел Валентин Смирницкий. Ее брак уже трещал по швам. На руках были две дочери, 14 и 11 лет. Портос когда-то был любимым героем Лидии Николаевны, а Валентин Смирницкий ее любимым актером. Кажется, чувства между ними возникли в первый же день знакомства. Сначала они скрывали ото всех свои отношения, после жили вместе 4 года, и вот уже больше 20 лет Валентин Смирницкий и Лидия Николаевна состоят в браке. Именно Рябцева сделала Смирницкому предложение. Лидия Рябцева, которая моложе супруга на 14 лет, руководит домом и всей семьей. У нее волевой характер и талант организатора. Именно рядом с ней актер чувствует себя спокойно и уверенно. Кажется, с 4-й попытки он обрел ту самую тихую гавань, из которой не хочется никуда уходить. В последнее время актер живет на 2 страны. Он купил себе домик в Испании, куда периодически приезжает отдохнуть вместе с супругой. Также вместе с женой он путешествует по городам России. Сейчас актеру 81 год. Игорь Старыгин. Нас действительно было 6 против 6. Первый раз актер женился еще в институте на 3-м курсе. Его супругой стала однокурсница Людмила Исакова. Родители девушки очень обеспеченные люди, справили им роскошную свадьбу, но брак продержался лишь год. Второй женой Игоря Старыгина стала коллега Мира Ардова, с которой он познакомился в ТЮЗе. Когда они поженились, у Мики уже было 2 детей, дочери от первого брака, в том числе известная актриса Анна Ардова. Решение 24-летнего артиста связать судьбу с разведенной женщиной старше на 6 лет вызвало непонимание у его семьи. Грянул скандал. В 1978 году у пары родилась дочь Анастасия, но через 12 лет и этот брак распался. Это произошло в тот период, когда популярность артиста была в зените. Арамис не избежал соблазна, а Мика его не простила. Супруги расстались. Позже знакомые актеры говорили, что эту семью Игорь Владимирович считал настоящей, ведь в ней появилась его единственная дочь. Личная жизнь Игоря Старыгина неоднократно делала зигзаги. Впоследствии он еще не раз женился. Третьей супругой стала балерина, с которой, по признанию артиста, ему скоро стало скучно. 4-я жена работала продюсером. Для нее этот брак стал карьерным трамплином в столице. 5-й и последняя спутница, с которой Игорь Владимирович прожил последние годы жизни, была Екатерина Табашникова, фотожурналистка газеты «Собеседник». Екатерина была младше артиста на 20 лет, но именно с ней Старыгин нашел свою опору. У знаменитости есть еще один ребенок, результат одного из любовных увлечений. Стал внебрачный сын, но, как признавался сам актер, отношения с ним не сложились. Повзрослев, молодой человек не пошел по стопам известного отца, а выбрал медицину. Игоря Старыгина не стало 8 ноября 2009 года. Артист так и не пришел в сознание после тяжелого инсульта, который и стал причиной смерти. Пролежав в коме много дней, он тихо ушел. Ему было всего 63 года. Похоронили кинозвезду на Троекуровском кладбище.
Борис Клюев. Это заговор. Франция в опасности. Да здравствует кардинал! Ура великому кардиналу! Теперь он будет следить за собственной женой добровольно. Гениально. С первой супругой Натальей Клюев познакомился еще в школе. Девушка дождалась кавалера из армии и вскоре забеременела. 24-летний актер женился у пары. В 1969 году родился сын Алексей, но счастливой семейной жизни не получилось. Новая любовь заставила артиста оставить семью, однако второй брак также долго не продлился. Устроить судьбу актер смог только в 1975 с третьей супругой Викторией. В молодости она профессионально занималась легкой атлетикой, после стала преподавателем. Они познакомились на дне рождения у общих друзей. У обоих были семьи, но влюбленные не побоялись разрушить старые отношения, чтобы создать семью. Пара прожила вместе 45 лет и не раз появлялась на фото в СМИ. Единственный сын артиста Алексей умер в 23-летнем возрасте от сердечной недостаточности, той же болезни, от которой скоропостижно ушел из жизни отец Клюева. Молодой человек вел здоровый образ жизни, занимался спортом, но однажды просто не проснулся. Артист с сыном не общался и узнал о его смерти только через месяц. Других детей у актера, насколько известно прессе, нет. Алексей не успел создать собственную семью, поэтому после себя не оставил отцу и матери внуков. В 2018 году у Бориса Клюева была обнаружена болезнь рак легких. Клюев до последнего ходил в любимый театр. В последний раз на репетиции он был за месяц до смерти. 1 сентября 2020 года директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище. На могиле был установлен памятник в форме креста из белого камня. Михаил Боярский. А я не позволю вам смеяться тогда, когда я этого не желаю. Вот как? На тот момент Михаилу Боярскому было 29 лет, хотя играть ему пришлось 18-летнего гасконца. Интересная деталь. В Менге женщину, бросающую тесто в гвардейцев, играет мать Михаила Боярского, Елена Мелентьева. С будущей женой Ларисой Лупиан Михаил Боярский познакомился на сцене театра имени Ленсовета. Пара встретилась в спектакле «Трубадур и его друзья», где Боярскому доверили главную роль, а Лариса сыграла принцессу. В 1980 году в актерской семье появился первенец Сережа. Дочь Елизавета Боярская родилась в декабре 1985 года. Девочка не интересовалась актерством, но именно она пошла по стопам родителей и продолжила династию. Лариса Лупиан пожертвовала карьерой ради мужа и детей и не пожалела о выборе. Сейчас Михаилу Боярскому 76 лет. Маргарита Терехова. Я хотела бы получить приказ, который заранее одобрил бы все, что я сочла бы нужным сделать для блага Франции. Но почему мне не сделать вам любезность? Найдутся бумага, перо и чернила. Изначально режиссер утвердил на роль Миледи Елену Соловей, но Елена Соловей оказалась беременной, поэтому она не смогла принять участие в съемках фильма. В итоге режиссер пригласил на роль 36-летнюю актрису Маргариту Терехову. В молодости актриса отличалась ярким эмоциональным характером, который в сочетании с неотразимой внешностью превращал ее в недостижимую мечту для многих сверстников. Встреча с абитуриенткой театрального вуза для будущего геодезиста Вячеслава Бутенко стала судьбоносной. Юноша во что бы то ни стало решил связать свою жизнь с прекрасной незнакомкой. Он поспешил забрать документы из университета и отправился на вступительные экзамены в школу-студию при театре Моссовета, где сумел пройти по конкурсу. На ухаживание за красавицей понадобился год, после чего молодые сыграли свадьбу. Брак продлился 3 года. Окончание учебы совпало с разводом пары.
со вторым мужем, болгарским актером Савой Хашимовым. Маргарита Борисовна познакомилась в 1966 на съемках «Бегущий по волнам». Оба играли главные роли. На съемочной площадке завязался бурный роман. Актриса забеременела. Сава был женат, но ради Тереховой развелся с супругой и переехал в Москву. Комнату в общежитии театра молодой паре приходилось делить вместе с матерью Маргариты, а затем и с маленьким ребенком. Анна родилась в августе 1967 года. Чтобы дочь могла продолжать карьеру, Галина Станиславовна уволилась и взяла на себя заботу о внучке. Брак актеров просуществовал 2 года, а потом пара рассталась. Причина разрыва банальна: болгарский артист не мог выносить бытовую неустроенность и профессиональную невостребованность, а карьера Маргариты активно развивалась, и актриса не захотела уезжать в Болгарию. В 1977 Терехова была на съемках в Таджикистане. Там же познакомилась с Сайфидином Тураевым, который руководил фабрикой. Между актрисой и будущим политиком и бизнесменом завязался роман. А в 1981 году она родила сына Александра. Тураев был женат, поэтому Маргарита Борисовна ничего не говорила сыну об отце. Тайну его рождения она открыла через много лет. Брак актрисы с режиссером Георгием Гавриловым также продлился лишь несколько лет. Мужчина, который был младше Тереховой на 18 лет, женился на ней, когда она была беременна. Он участвовал в воспитании ее подросшей дочери и сына Александра, которого усыновил официально. После рождения ребенка актриса погрузилась в работу, и отношения исчерпали себя. Когда Саше было 1,5 года, она предложила мужу развестись. В личной жизни актрисы были другие мужчины. В молодости она чуть было не стала супругой режиссера Алексея Габриловича, сына знаменитого писателя Евгения Габриловича. Также Тереховой приписывали романы с Андреем Тарковским и Игорем Тальковым. Дети продолжили дело матери. Анна стала актрисой, а Александр окончил режиссерский факультет в ГИКа. Во второй половине 2000-х у Маргариты Борисовны начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. В начале 2026 года дочь Тереховой сообщила, что артистка находится под наблюдением врачей, а ее состояние соответствует болезни. Сейчас актрисе 83 года. По словам дочери Анны, Терехова перестала узнавать детей и внуков, хотя иногда реагирует на них взглядом. Актриса практически не ходит и не способна к полноценному общению. За ней ухаживают профессиональные сиделки. Также ее регулярно навещает дочь. Александр Трофимов. Кто же он? Замечательный и остроумный автор, неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию. Народ. Нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. Озвучивает его Михаил Казаков. На момент съемок Александру Трофимову было всего 26 лет, и он стал одним из самых молодых актеров этого фильма. Известно, что у Александра Алексеевича есть сын Алексей, 1988 года рождения. Он тоже выпускник знаменитой Вахтанговской актерской школы, окончил театральный институт имени Щукина и с 2012 года служит в театре имени Моссовета. Поклонники с удовольствием отмечают, что сын похож на отца в молодости и столь же талантлив. Сейчас Александру Трофимову 74 года. Олег Табаков. Она хочет посягнуть на мою честь. На момент съемок Табакову было 43 года. Первой женой была актриса Людмила Крылова. Брак продлился 35 лет и распался после того, как стало известно о многолетнем романе Табакова с Мариной Зудиной. Антон Табаков, ему сейчас 66 лет, старший сын, стал известным актером и ресторатором. После развода родителей долго не общался с отцом, но позже они помирились. Александра Табакова, ей сейчас 60 лет, старшая дочь, актриса и телеведущая.
Она восприняла уход отца из семьи как предательство, прекратила с ним всякое общение и даже не пришла на его похороны. Второй женой стала актриса Марина Зудина, которая была младше Табакова на 30 лет. Их отношения начались еще в середине 80-х, когда Марина была студенткой ГИТИСа. Сын Павел Табаков, ему сейчас 31 год, продолжил актерскую династию, снимается в кино и играет в театре. Дочка Мария Табакова, ей сейчас 20 лет. Родилась, когда Олегу Павловичу было 71 год. Сейчас она учится в финансовом институте и увлекается конным спортом. 12 марта 2018 года стало известно, что Олег Табаков умер в Москве на 83-м году жизни. Причиной смерти талантливого театрального деятеля стал сердечный приступ. Он так и не успел выписаться из больницы. Актера похоронили на главной аллее Новодевичьего кладбища Москвы. Алиса Фрейндлих. Но вы обещаете, милорд, что уедете, если я выполню вашу просьбу? На момент съемок ей было 43 года. Актриса была замужем трижды. Первый муж Владимир Карасев, студенческий брак, продлившийся недолго. Второй муж Игорь Владимиров, режиссер и худрук театра имени Ленсовета. В этом союзе родилась единственная дочь Варвара. Третий муж Юрий Соловей, актер и художник, брак с которым распался в начале 90-х. Сейчас у Алисы Бруновны двое внуков – Никита и Анна, и трое правнуков. Актрисе сейчас 91 год. Владимир Баллон. Роль Дежусака досталась 41-летнему актеру и чемпиону СССР по фехтованию Владимиру Баллону. Да он и не только сыграл роль в фильме, но и ставил сцены на шпагах. Он лично обучал каждого главного персонажа своему определенному стилю боя, чтобы каждый мушкетер отличался друг от друга. У Владимира Баллона было 2 брака. От первой жены Татьяны у него осталась дочь Елена. Со второй супругой, солисткой ансамбля «Березка» Джеллой Агафоновой он прожил в браке с 1960 года до своей смерти в 2013 году. Детей в этом союзе не было. Рак легких был диагностирован в мае 2012 года, и последующая операция не дала положительных результатов. Умер 2 февраля 2013 года в Москве на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Лев Дуров. Я вас поздравляю. Вы честно заслужили плащ мушкетера. На момент съемок ему было 46 лет. Единственная любимая супруга Ирина Кириченко, актриса. Они прожили в браке более 50 лет. Дочь Екатерина Дурова также стала известной актрисой. К сожалению, она уже умерла. Лев Дуров скончался 20 августа 2015 года в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дуров ранее перенес 2 инфаркта, а за 7 лет до смерти ему установили кардиостимулятор. Похоронен на Новодевичьем кладбище.